Какую суперспособность ты бы выбрал? Ну, смотря кто предлагает. Никто не заставит меня играть в доту до конца жизни. У кого самый странный ник на просцене? Чушпан, наверное. Куда бы потратил $1 миллион? Я анимешник в теле Скуфа. Всем привет, с вами Сергей Габрагин. Сегодня я буду отвечать на 50 вопросов. Твой первый в жизни никнейм? Ну, наверное, он был год, но не исключено, что один из первых также был «Истинное пламя», при этом с одной буквой «Н». Какая у тебя самая любимая своя прическа? Как стал, так пошел. Получается, от матери природы. За сколько постригся на лысо? Сколько дают? Ну, смотря кто предлагает. Если малоимущие, то и 1000 хватит. Если более статусные, то буду больше спрашивать. Кто из игроков с которыми ты играл, оказал на тебя самое большое влияние? Я помню, совсем давно, еще во времена первой доты, с Кактусом играл. Вот, Кактус большое влияние оказал в свое время. А так, в целом, много сильных игроков было, которые дали мне и пищу для размышлений, и взрастили меня, так сказать. НС в свое время много очень, я думаю, дал. Со многими, с кем играл, старался черпать знания. Какую суперспособность ты бы выбрал? Да, наверное, бессмертие. Наверное, да, бессмертие. Все же бессмертие самое классное. Либо перематывать время назад. Например, вот я помню, давно очень хотелось, когда я Happy Meal там съел, думаю, было бы круто вернуться на полчаса назад, чтобы еще раз его съесть. Так придется ждать там месяца 2-3, пока опять какой-нибудь повод будет. Так что либо то, либо то. Какую последнюю книгу ты прочитал? Сегодня буквально в переезде читал Be Like a Warrior, или как это так называется. Там такое. О майндсете, так сказать, воина, если вкратце. Если бы тебе до конца жизни пришлось играть в доту только на одном герое, кто бы это был? Никто не заставит меня играть в доту до конца жизни. А тем более на одном герое. Но если был бы, то, наверное, на Shadowfiend, потому что как бы патчи не менялись, суть остается одна и та же, на ZXC там садить можно. Почему сбрил бороду и подстригся? В жизни иногда нужны изменения, мне кажется, так. Это нормально меняться. К лучшему или худшему это уже другое. Какой момент в киберспортивной истории без твоего участия самый запоминающийся? Я такого не помню. Мне кажется, все важные киберспортивные истории с моим участием были. Даже мажоры Counter-Strike. Какая у тебя вредная привычка? Наверное, я идеален. Наверное, это можно посчитать как вредная привычка. Быть идеальным, возможно. Слишком скучно. Если бы ты мог поговорить с Айсфрог прямо сейчас, что бы ты попросил пофиксить в доте? Ой, наверное, было бы здорово, на самом деле, уже слот тренерский наладить. Вот, чтобы не чувствовался он как-то аномальным. Мне даже, наверное, не надо, чтобы там что-то там, можно было много делать. Главное, чтобы когда игру смотрю, я там видел варды, смоки, это все в шопе. То, что игроки видят, там сколько осталось и так далее. Хотелось бы тоже об этом знать, а не потом на реплее выяснить. Когда снимался на YouTube, сидел в аналитике, не было мысли закончить карьеру тренера и уйти в медийку. Прям когда снимался на YouTube и сидел в аналитике, прям в моменте не было, наверное, мысли закончить что-то там, потому что в целом я старался фокусироваться на том, чем занимаюсь, и уже по результатам данного события принимать решение, вообще понравилось мне или нет. Учитывая то, что я продолжаю работать тренером, я думаю, мне не так сильно понравилось сниматься на YouTube и сидеть в аналитике. Но не исключено, что когда-нибудь это направление будет для меня более интересным. Но хочется просто заниматься тем, что тебе ближе, наверное, так. Какое последнее сленговое слово ты узнал от молодежи? Чушпан, наверное, но это даже не молодежное, но узнал от зумеров, потому что слово пацана-то недавно вышло. Ты стал тренером. Угу. Потому что однажды проснулся и внезапно понял, что пора, или это был постепенный процесс. Я был игроком и принял решение вообще не играть. Я какое-то время не играл, а потом осознал, что страсть к игре никуда не пропала. И хочется продолжать заниматься соревновательной игрой, но в моем представлении все же, чтобы быть профессиональным игроком, нужно уделять внимание своей личной форме, играть в доту,
матчмейкинга в частности. Мне этого делать не хотелось, так что пошел по альтернативному, единственно возможному для себя пути, чтобы, так сказать, быть все еще интегрированным в компетитив. Я решил стать тренером. Расскажи, как сокращался твой ник по этапам. Он сначала удлинился, он стал дриньше, как Апостол говорил в свое время. Сначала был год, потом стало God Kill Them All, потому что есть такой сериал «Спартак», там, где гладиаторы с голыми жопами дерутся, и там много разных сцен кровавых и эротических. И сериал мне в свое время зашел, а 12-я серия называлась Kill Them All. И я подумал, и вот будет мой такой никнейм, а потом он сократился. Над чем в последний раз плакал? Не знаю, наверное, слезинка не так давно была, какую-то дораму смотрел, там такой, да, конечно, да. Но прям что рыдал, наверное, 2021, наверное, или какой-то год в «Паре-парне». Там и обидно было, и много вещей казалось, что мы упускаем, и оно все как-то типа совпало, и накипело, и мужская такая, не сказать, что скупая, но слезы были. Да иногда бывает. И мужчины плачут, и богатые плачут, и бедные плачут, и дотеры плачут, все плачут. В этом нет ничего, как мне кажется, постыдного. Лучший капитан, с которым ты играл. Мне кажется, когда я играл, для меня образ капитана всегда был с чем-то такое, что-то недостигаемое, что я ни разу не встречал. У каждого человека, который номинально назывался капитаном, были какие-то свои прикольные вещи. И если говорить, можно даже Дреда вспомнить. Он прикольно иногда пикал, просто всех мутил и пикал сам по себе. Я думаю, вообще класс. Это был тоже определенный вайб в этом. В тот момент даже такой подход работал. А так, самый успешный мой период в карьере это был с Артемом ФНГ. Наш с ним так называемый тандем. И были периоды, когда он брал на себя реально много инициативы. Это давало свои плоды. Так что с точки зрения результатов лично меня так. Мне всегда казалось, когда я играл, что капитан это должно быть еще больше, еще лучше, и ты должен прям быть во всем нереально хорош. Поэтому моя планка была вообще невероятно высока. Так что я никого как капитана не воспринимал. Я просто воспринимал людей, которые берут больше ответственности, меньше ответственности, условно. И кто берет больше всего на себя ответственности, тот и является, условно, капитаном. Откуда вы вообще время берете на обычный обед, учитывая такой плотный график праков и разборов игр? Поделитесь советом. На эту тему вообще не переживаем, потому что родненькая Яндекс.Еда всегда нас выручит. Приедет горячий обед на любой вкус. Сам предпочитаешь играть в доту в соло или в пати? Я думаю, что изначально эта игра, во всяком случае мне она нравилась тем, что можно было играть с друзьями. Я думаю, что то, куда ушел пати-матчмейкинг в течение этих многих лет, он просто, вымер. И это печалит, потому что, мне кажется, в доту изначально создавалась как игра, в которую нужно играть вместе. И так легче всего получать удовольствие, нежели каждый раз в каждую игру попадаться с абсолютно незнакомыми людьми. Однозначно пати. Но, к сожалению, если ты хочешь чего-то добиться в этой игре, нужно играть в соло, потому что там самая лучшая система для тренировок. Топ-5 аниме для человека, который никогда такое не смотрел. Я, наверное, начинал с Code Geass. И, в принципе, аниме-то после этого продолжил смотреть. Значит, не такое плохое аниме. Можно начать с него, а там дальше пойти. Но я, на самом деле, прилично смотрел. Когда есть время, люблю смотреть аниме, японские анимации, это все. Я анимешник в теле Скуфа. Какую самую большую покупку сделал с призовых? Купил квартиру, наверное. Дороже этого ничего не делал. Скилл какого героя ты хотел увидеть в реальной жизни? Вот это вопрос по мне, да. Пердеж Пуджа. Когда стрим? Скоро ждите. Почему ушел из КД All-In? Да я не то чтобы уходил, я даже и не приходил. Я думаю, однозначно, это каким-то приходом или уходом нельзя. Меня Костя просто приглашал сниматься. Что было, то поснимался. Я никогда не был прям постоянным гостем на КД All-In. Все же это проект исключительно Кости. Он сам решает, кто у него будет там сниматься. Кто самый жесткий игрок 1 на 1, с которым ты играл?
В свое время, я думаю, Сумаил был сильнее всего. Был Сумаил, Артиси тогда играл с ним в одной тиме, поэтому он не был на миде. Так что где-то там еще обитал Сомнус. Ну, именно в тот период. Потом это понятное дело, противников там у меня стало гораздо больше, чем я хотел. Что сейчас важнее, Инт или Риад? Смотря для чего. Вот если интересно, вот прям, что у тебя на тарелке твой ник написали, наверное, для этого Инт важнее, а финансово гораздо больше на Риаде. Думаю, по-хорошему, и тот турнир, и тот очень прикольный и важный. Но если что-то выбирал, да, наверное, Инт. Даже несмотря на нули Риада, все же Инт столько лет вот он был, и столько лет не давался. Наверное, было прикольно взять. А Риад еще, наверное, еще он будет. Снилось ли тебе в кошмарах Таруна Инвиза из игры против Нави на Т1? Invisibility. Да, возможно, не та, возможно, какая-то другая, не просто вся на одно лицо. Инвиз снился. Мне кажется, вот тот инвиз был использован, и он уже больше никогда в моей жизни не вернется. А тогда обидный момент. Тяжело я воспринял тогда вот эту всю сложившуюся ситуацию на тот момент. Так сказать, мой юный, неокрепший мозг еще познал, вот что такое критика со стороны. Короче, да, было непросто. Твой лучший хайлайт на просцене. Нашел руну инвиза против Нави на Т1. Самый сильный игрок, с которым ты играл в одной команде. Из-за моего раздутого эго мне вообще почти всегда казалось, что я один из, я типа лучший игрок команды своей. Большинства условно команд, как мне кажется. Но в свое время я играл с Пупеем, а Пупей после этого очень много всего выиграл. Но на тот момент не сказать, что он был прям сильнее всего вокруг, но дистанция все показала. Самый именитый, однозначно, игрок, с которым я играл, это Пупей. Каким советом G-тренер мог бы сделать G-игрока лучше? Да, не знаю, я думаю, я как тренер мог бы себе помочь. И очень сильно мог помочь на тот момент. Я в свое время прям не умел отдыхать. Очень плохо умел это делать. Наверное, с этого начал. Потому что был период, когда я очень сильно перегорел из-за этого. С кем из про-сцены ты общаешься вне доты? Да, бывает такое. Кроме моего собственного коллектива, соответственно, есть там пару людей. Так совпало, что это в основном текущие тренера. С Булком очень много общаюсь относительно всех остальных. С Айратом однозначно пореже. С Ростиком Афеном, он тоже сейчас тренер. Иногда бывает. У кого самый странный ник на про-сцене? Думаю, Squadix. Какая у тебя мечта, не касающаяся киберспорта? Если не материальная, то, наверное, было бы все же прикольно узнать, если вот меня вообще что-то в этом мире интересует, кроме как Dota. Вот было бы интересно бы это попробовать, потому что пока я с таким не сталкивался, что прям было вот прям интересно. Но если бы такое произошло, было бы здорово этим заняться. И если что-то материальное, наверное, было прикольно прям свой дом иметь, не знаю, там, такой скромный домик, вилла какая-нибудь, там, в раза 2 больше, чем у Нотейла, к примеру. На кого из тренеров ты равняешься? Да, у меня не так много примеров. Я это уже много раз говорил. Когда я делал только первые шаги, я консультировался у Булка и у Сайлента. Старался по мере возможности перенять лучшее из того, что я о них знаю, и из того, что они, так сказать, сами дали мне узнать о их работе. Самый любимый и самый нелюбимый аспект работы тренером. То, что нравится, это, во-первых, что я действительно взаимодействую с игрой. Раньше я играл, и мне это нравилось. Соревновался на высоком уровне в свое время. И сейчас у меня есть возможность соревноваться на высоком уровне, просто в другом амплуа. Кажется, это самое прекрасное. А нелюбимые аспекты, они, наверное, есть негативные моменты, есть вещи, которые тебе не очень нравится делать, но приходится делать. Наверное, это тяжело. Ты всегда, мне кажется, должен идти на определенные жертвы. Ты не можешь делать исключительно то, что тебе прям нравится. Что-то может не нравиться, несмотря на то, что в целом ты эту вещь любишь. На что влияет возраст киберспортсмена?
Я думаю, вообще, учитывая то, что киберспорт относительно молодой, и пока что ни каких-то 50-60-летних киберспортсменов нет, даже на самом деле игроков профессиональных, которые карьеру свою до 40 лет дотянули, не знаю, в общем, таких. Мне кажется, пока еще рано судить. Действительно ли на игроке там, в 30 лет надо ставить крест, потому что есть доказательства и в рамках Доты, где в финалах играют парни 30 плюс лет, в Counter-Strike, насколько мне известно, чемпионы мажора 30 плюс бывают. Так что поживем увидим. А так в целом, ну, с возрастом, если даже в доту не играть, все равно от определенных вещей не убежать. Главные жизненные или профессиональные уроки, которые вынес после года в Китае в ЛГДИНТ. На самом деле уроков хватало. Мне кажется, в целом, лично для меня, несмотря на то, что это был, не сказать, самый удачный период с точки зрения моей карьеры, потому что там было довольно мало турниров. В то время, когда в Европе, из которой я уехал, турниры прям вот сыпались градом. И на каждый наш турнир без привлечений был, наверное, турниров 5, 6, 7, 8, 9, 10, от 50 в Европе. Онлайн и ланов, короче, там хватало. Так что это было там не самое удачное, но у нас был распорядок дня, у нас были штрафные санкции в плане дисциплины. Мой первый действительно крупный опыт в интернациональном, наверное, составе, первый опыт жизни в другой стране на такой длительный срок, при этом в стране, где никто практически не говорит на моем родном языке, и все время ты общаешься на английском, при этом носитель английского языка вне твоей команды тоже не так просто найти. Так что да, это был однозначно интересный опыт, очень много меня всего научило. Я думаю, моя жизнь так или иначе поделилась до. Во всяком случае, я довольно сильно, мне кажется, поменялся за эти 9 месяцев, что я был в Китае. Именно как человек, там, своими качествами и так далее. Самое большое сожаление в карьере. Наверное, о таком нужно задумываться, когда я точно уже уйду на покой из компетитива, буду писать там свои мемуары для своих там кошек, кто еще что-то читать будет. Тогда и можно там о чем-то сожалеть. Пока что сейчас это, мне кажется, ну, такая. Кто был твоим кумиром в детстве? Да, особенно не вспомню. Нет, мне кажется, я просто встречал каких-то интересных людей, и они на какой-то короткий период для меня становились образцом там, для подражания в каких-то аспектах. То есть, мне казалось, что вот он это делает классно, было бы здорово взять с него пример, научиться и так далее. Наверное, так. Куда бы потратил $1 миллион? Ну, это, кстати, идея для стартапа. Вы мне платите $1 миллион, я стригусь на лысо, потом я закупаюсь по 73 тысячи биткоинов, продаю, когда будет 20, повторяю, пока не закончится. Какая твоя главная мотивация? Не знаю, но просто хочется преуспеть, выиграть, так сказать, доказать себе, что вот я столько лет вложил в это все, и вот теперь, да, я чемпион. У меня вилла в 2 раза больше, чем у Нотейла. Наверное, такова мотивация. Чем больше в этом задумываюсь, да. Ты нашел настоящих друзей в киберспорте? Да, наверное, так. Потому что вне киберспорта я вообще людей не знаю. Так что если у меня есть друзья, то, надеюсь, они есть в киберспорте хотя бы. Что считаешь своим самым большим достижением в карьере игрока? Руна Инвизу снизу взял. Против Нави на T1. Если бы у тебя был частный разговор с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты поговорил? С Тодом Говардом, да. Но если бы такое произошло, наверное, было бы интересно, как вот он от Morrowind'а пришел к тому, что он сейчас выпускает. Как справляешься с поражениями и празднуешь победы? В сезоне, мне кажется, не особо-то у тебя есть и время что-то праздновать или о чем-то переживать. У тебя за турниром идет следующий турнир. Не особо есть время об этом всем задумываться. Какое наследие ты бы хотел оставить в киберспорте? Складик составлю вам в киберспорте. Он будет синонимом киберспорта, я уверен. Этот парень со странным никнеймом еще всем покажет. Если бы доту не придумали, чем бы ты занимался? Ну, скорее всего, другую игру, я же все же геймер. Но нет никаких гарантий, что мне в свое время повезло. В частности, повезло бы то, что за доту за другую игру начали бы платить. Возможно, я не угадал бы с жанром, с игрой. Мне кажется, в целом я очень-очень сильно везучий в этом плане. У меня не было
когда я начинал играть в доту, никакие гарантии того, что я смогу продолжать в нее через 2-3 года играть, просто потому что за это не платили деньги. Мне просто повезло, что у меня получалось, и появился, в первую очередь, International, вышла вторая дота. Все закрутилось. Не факт, что так повезло в другой игре. Ну, возможно, играл бы в лол. Вообще, ну чё. Дай 3 совета себе 5 лет назад. 5 лет назад. Чё? Сколько мне сейчас? 5 лет назад это когда? Какой еще год? 24, да? 19-й? Нет, там не помочь. Там не помочь. Что? Масками закупиться. Второе, ну, с битком, да, я там все немножко помог вовремя, так сказать, закупиться, там, объяснить, когда там вот это вот все. И что там? Сердцем не стареть. Вот так вот я бы себе посоветовал. Пишите в комментариях вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы. Ставьте колокольчики, пальчики вверх, советуйте это видео своим друзьям. Увидимся в следующих видео.